Привет, друзья! Давно не слышались. Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. Как и обещала в предыдущем видео, расскажу, к чему я так и не привыкла в Алжире. Думаете, к жаре? К языку? К обычаям? Нет, друзья, к этому привыкнуть можно, а вот к чему я действительно не могу привыкнуть, давайте расскажу. Первый и самый ошеломляющий момент – это мусор. Об этом я могу говорить долго и долго возмущаться. Вот посмотрите сами. Это почти центр города. Это пляж, это жилой квартал, а это столица. وعلاكم ديروا هكذا نقي بلاصتكم وراك يا اخي المواطن ما تبهدلوناش انا عايشين مع الجناس رساله واضحه المحافظه على البيئه مسؤوليه الجميع. Вот действительно, в моей голове никак не укладывается, как можно так засорять страну. Если вы придете в гости к алжирцам, то обычно увидите порядок и чистоту дома. Женщины любят сияющие платья, такие же посуду и мебель. В общем, дома порядок. Но как же так получается, что люди, любящие порядок дома, живут в грязной стране? Вот вы идете, и вполне привычная картина видеть бутылки в траве, черные пакеты, фантики и, в общем, все, что обычно должно быть в специальных местах. Вот посмотрите, это холм рядом с ЖД вокзалом, практически центр города. Поначалу я думала, что грязно только на улицах, то есть там, где скопление людей. Но я ошибалась. Мусор на пляжах, в горах, вдоль дороги. Грустно, правда. Природа Алжира очень красивая, очень разнообразная, и если бы здесь жили, например, немцы, то все ценили бы, было бы много парков, людей бы штрафовали так, что быстро навели бы порядок. Мусор в Алжире – это очень серьезная проблема. Я даже решила подготовить отдельное видео, скоро опубликую. И если каким-то образом оно попадет к чиновникам, я буду рада и буду надеяться, что будет обратная реакция. Или если они захотят опровергнуть информацию или показать, как решается этот вопрос, мы готовы встретиться и сделать репортаж. Проблема огромнейшая. Следующий пункт в моем списке – это постройки. Вроде бы они все время перед глазами, но привыкнуть не могу. Алжирцы строят свои дома по вот такому типу – коробки из красного кирпича. Или как правильно называется этот стройматериал, это уже вы подскажите. Но стройка – дело не из дешевых, и получается, люди выгоняют несколько этажей, затем выполняют внутренние работы и заселяются. Или же стройка длится десятки лет, этажи наращивают, а внешний вид остается прежним. И если единичные случаи остались бы незаметными, то нынешняя ситуация, конечно, создает противоположное впечатление. Если посмотреть на улицы, особенно без деревьев, то картинка получается мрачноватая. Плюс из-за этого города и поселки часто сложно отличить друг от друга, ведь эти коробочки всюду одинаковые. Следующий пункт тоже касается темы домов. Это цвет облицовки. Те, кому удается закончить строительство, занимаются следующим этапом, так сказать, наводят красоту. Но на самом деле это выглядит не очень привлекательно. Обычно цвет облицовки такой светло-желтый. Я бы сказала, светло-грязно-желтый цвет. По крайней мере, такое впечатление он создает. Я не видела картину, так сказать, по горячим следам. Возможно, в начале цвет имеет какой-то красивый оттенок, но солнце и пыль его быстро меняют. Не знаю. Этот цвет – это цвет не только частного сектора, но и многоэтажных домов. И в общем, если смотреть на цвет городков, то он одинаковый. Это очень надоедает, глазами всегда ищешь, на что бы такое посмотреть, какую-то яркую деталь или другой цвет. Наверное, также и по этой причине я как-то по-особенному люблю столицу. Хоть она и тоже со своими минусами, но она не желтая, а белая, бело-синяя, я бы сказала. Следующий момент, к которому никак не привыкну, это то, что алжирцы опаздывают. И не только алжирцы, но и транспорт, особенно поезда. Вам скажут, что поезд приедет вовремя, и это может так и быть, но может и не быть. И вы простоите на платформе полчаса, час, и вполне возможно, что поезд не приедет. Обычно мы спрашиваем на ЖД-станции, будет ли поезд. Отвечают, например, да, едет, или да, прибывает. И затем, как я и сказала, вполне возможно простоять полчаса и больше. А если прийти и сказать, вы же сказали, что поезд прибывает, уже 40 минут прошло, когда будет поезд, то работник может злиться и сказать, не знаю, это не мои обязанности. Насчет людей, то вы можете договориться о встрече на конкретное время, но вовремя, скорее всего, придете только вы. И сколько придется ждать, зависит от вашего терпения. Это, конечно, не всех алжирцев касается, но если вы поедете в Алжир, то такого опыта вам не миновать. И последний пункт в этом видео – это медлительность. Вопросы решаются медленно, будь то покупка чего-то в дом или вопрос по ремонту, или вопросы с документами. Очень все расслаблено, неспешно, с обещаниями скоро, через несколько дней, на следующей неделе, завтра. Если у вас был опыт решения каких-либо вопросов в Алжире, то вы наверняка понимаете, о чем я. Просить нужно много раз напоминать, много раз ходить лично и, возможно, решиться. В какой-то степени мне нравится расслабленность алжирцев. Кажется, что никуда не опоздаешь, ничто от тебя не денется, проблем особо-то и нет, зачем нервничать и создавать лишнее давление и суету.
Но если в мелких вопросах можно потерпеть, то в глобальных, конечно, нужно быть алжирцем, чтобы спокойно к такому относиться. Если вы человек организованный и любите планирование, то, конечно, ваши нервы будут испытаны. Напишите, друзья, был ли у вас опыт сотрудничества с алжирцами и какой? Если живете в Алжире, то как быстро привыкли к алжирскому ритму, к чему не привыкли? Спасибо за ваш интерес к Алжиру, наилучшие пожелания вам и до встречи в следующих выпусках.